Посмотрите, какой красивый парк. Лёва Жлобяра. Я куплю себе чехол, чтобы мы поддерживаем мурманских ребят. А Лёва Жлобяра, вот он ходит, типа, у меня принципы, я не покупаю классных вещей себе. Это что, боярышник? Ну, нормально, похоже. Это Саша. Всем привет. Саша главный человек, который знает Москву. Вот. И теперь надо Лёве что-то сказать, чтобы его добить просто. Ну что, Лёва, идем? Я очень хочу уже пойти. Какой это этаж? Пятый. Высокий этаж. Так, ну что, у нас новый план идти пешком по дворам до Китай-города. Вот. Но сначала 40 минут в лифте. У нас, кстати, большой опыт попытки записать здесь хоть что-то, потому что каждый раз, когда мы с Сашей ходим по Милютинскому переулку и по каким-то окрестностям по Мясницкой, у нас никогда не записывается звук. Ну ты рассказываешь, что? Где? Нет, ну тут смотри, тут вообще Милютинский переулок, это же феерическое место. Здесь же вот даже вот мимо желтого здания проходим, а тут сначала, значит, кабаре «Летучая мышь» была, значит, все дела там, обстебали всех, всю дореволюционную элиту в ушат с головы до ног облили, но в общем, было тут, потом это все запретили. И, кстати, Никита Балиев, который этот главный инициатор был вот этого дореволюционного комеди-клаба, он же потом уехал в Нью-Йорк и там на радио работал. Опаньки! Лёва! Отсюда. Кажется, я что-то слышал. Вот. Так нет. И в чем прикол? Потом, когда все вроде прошло советское время, и почему-то Comedy Club стартовал, вот именно тот еще самые первые вот эти все выступления, они были вот здесь вот, вот на месте вот этого новодела еще стоял домик маленький, вот у них там офис был. Это Comedy Club? Да. Ну, это родные вроде. Ну сколько? С 1990-х годов они. Вот с этого здания буквально летом сняли леса, вот серые. Ага. Там же телефонная станция. Да, и там внизу две, это мужик с бабой. Да. Это прям вот то, что любят в северном модерне делать, такие вот, как в Финляндии, всяких там улыбающихся гримас, таких вот маскаронов на фасадах много. Вот здесь прям он в лучшем виде, то есть там. До сих пор, кстати, МГТСу принадлежит здание. Они с ним пока не знают, чего делать, потому что они вроде как его вот так вот почистили, отреставрировали, но что там делать? Там же оборудования уже нет, его уже двинули. И что тут будет, еще непонятно. Вот они прям. Их реставрировали? Да, это вот именно в первое десятилетие 20-го столетия, то есть в 1908 году здесь это строили, окончательно в две очереди. Вот всякие цветочки, конечно, все это вот пообветшало. И вон МТС написано-то. Московская телефонная станция. И вот у нас получается вот такая телефонная барышня. И там с той стороны разъяренный абонент. А я не знаю, ну это вот какая-то вот у них такая идея была, что вот тут вот барышни такого спокойно успокаивают. Это же прикол в чем был, что сюда на телефонную станцию сюда брали... Нет, самый прикол, что брали только незамужних. То есть считалось, что у замужних женщин, директор по характер портится. Да, именно так официально формулировалось. А вот, кстати, Double B оригинальный. Да, вот, который самый первый. Если ты желаешь, Лёва. Будете кофе? Нет. Очень хороший кофе. Но, скажем так, я пил лучше кофе. И даже я в твоем присутствии пил лучше кофе. У нас на работе делают лучше кофе, я тебе скажу. Да. Не, я не буду спорить. И мы сейчас зашли на Милютинский. Милютинский была первая Double B кофейня, которая, по-моему, одна из немногих сейчас в Москве работает не по франшизе. И считается, что они там готовят лучший в своей сети кофе. Но все равно, ну не то. Вот, тут чем я люблю Москву, то что ты вот, то тут пробка, то тут еще что-нибудь, а тут прям свернул в переулке, тут прям красота, тишина и вообще там, вон посмотри, какой-то хостел, здесь всю стену взял такого прекраснейшего, миленького домика испоганил. Вот это вот очень не понимаю. То есть, при том, что, ну, художественно мы не будем оценивать там, на вкус и цвет, но вот домик такой вроде образовывал среду определенную, как-то смотрелся в переулочке. Где бомжи?
Что это такое? А вот в Москве... Нету в Москве бомжей, Лёва, Почему? нету. Что вы делаете? Вы их отстреливаете? Вот этот дом мне нравится. Нет, вот тут они вообще молодцы, они просто раскрыли, взяли просто то, что было вот в 18 веке, и вот сделали вот так, оно, как оно сохранилось, ну, восстановив наличники. Так-то он, вон же, он типовой был 19 века. То есть вот посольство Армении. У армян свои были связи в окружении Наполеона, и как бы тут ходили патрули французские, смотрели, чтобы Москву не поджигали. Такой лайфхак, как прям, вот даже для студента дешево, сытно и хорошо выпить, поесть, закусить. Заходите, значит, идете по Армянскому переулку. Там есть гостиница Полесье при посольстве Беларуси. То есть заходите в гостиницу Полесье, при гостинице Полесье есть ресторан. Ресторан — это такое очень, громкое слово, цены там белорусские. Там, значит, драники, лидский квас, лидское пиво, и все по таким ценам, очень не московским. Очень хорошо посидеть можно прям. При том, что все еще такого, я не скажу, что такого прям очень высокого качества, но для среднестатистического московского уровня и среднестатистического белорусского уровня это прям очень хорошо и недорого. Что рассказать? Ну, что, давай. Вот, смотри, замечательное вообще последних лет одно из вообще прекраснейших начинаний в Москве, то что когда на народные средства, не побоюсь этого слова, когда просто энтузиасты согласовывают, потом находят средства, там собирают по 1000 рублей, по 500 рублей. Вот. Находят где-то пробивающиеся из штукатурки старые вывески. Вот так на Причистенке, там булочная хлебопек была 20-х годов вывеска. Здесь вот заводско-техническая контора инженера Фалькевича. Тоже отреставрировали, тоже все покрыли защитным слоем, чтобы это все сохранялось для будущих потомков. Потому что так бы, конечно, по программе там и «Моя улица», и по программе реконструкции, там, реставрации, точнее, этого дома, это все закрасили, вот как вот сверху это сделали. Вот, а так оно сохранилось. Здесь была контора, вот, которая в 20-х годах торговала газом, вот этими баллонами и газовым оборудованием инженера Фалькевича. Но, конечно, потом со свертыванием НЭПа в 30-х годах это все закрасили, и контора закрылась. Вот эти вывески, они же все прям вот раньше до революции что делали? То есть дом, когда строили, люди же понимали, что архитекторы тогда, что в доме будет какая-то коммерция на первых этажах. Надо места для вывесок делать. Вот этот вот пояс, он специально сделан для вывесок, чтобы там вот уже упорядочено 100 лет назад было. Вот они сейчас вот молодцы, сейчас вот там, где вывески висят, там где-то подразумевал архитектор. Удивительный лабиринт дворов до сих пор сохранился. Бывшего училища вояния живописи, вояния и зодчества. Сейчас Академии живописи, вояния и зодчества. Вот. А так, да, дворы прославленные и Гелеровским. И, кстати, да, тут же Родченко жил. Родченко вот в этом доме. Да, он фотографии же с этих вот делал. Да. Вот эти все у него кривые фотографии. Да, они с балконов, кто видел? Там он с лестниц имел этого дома. А он даже, у него вот эти все эти геометрические его экзерсисы, когда на выставках показывают, я в свое время просто был поражен, что это по сути он один дом просто свой со всех выходил из подъезда и дом свой, собственно, со всех сторон фотографировал. Вот, буквально недавно же опять у Акунина вышла новая книга, вот завершающая про Фандорин. Вот мы ездим по этим районам Хитровки, где очень много происходит действий вот этой акунинской саги. Ну, собственно, в этом районе Акунин сам жил, не буду выдавать в каком доме, но, в общем, здесь, вот в районе Хитровки. Да мы приехали, друзья! Мы приехали на парковку Зарядье, вот оно. А выходные праздники 250 в час, а будни 150 рублей в час. Ага, все, ну вот я помню, что 150 250 рублей в час. А не дешево стоит американского туриста выгулять в Москве? Не дешево? Да, мы скоро придем. А куда вы сейчас пойдете? Погулять по Заряде. Я спать. Ты же спать хочешь. Как я тебя понимаю, Лена. Лёва, останься здесь. Я просто прохожу через нее и ничего не достаю из карманов. А пойдем на мост, Лева. Не нуди, давай пойдем лучше на мост, а потом пойдем на мост, как ты хочешь. Когда вот Илья приезжает в Нью-Йорк, я даже не знаю, в какой бар его сводить. Лева, заметь, когда я приезжаю в Нью-Йорк, ты мне что говоришь? Слушай, Илья, я сегодня занят, у меня будет, наверное, полчаса на тебя между 6 и 6:30. Я сейчас посмотрю, вот контакты моей приемной, звони и записывайся. Хамло! И записывайся. Как тебе не стыдно Вот, вообще? да. Я тебя звал Как мне не на стыдно. лучшие вечеринки Когда я города. узнал, что ты приезжаешь в Москву,
Я вообще... Отпросился с работы? Я отменил все свои дела. Я сказал, все, ребята, меня сегодня нету. Я написал всем своим друзьям, что сегодня приедет Лёва, мой лучший друг. Тебе нравится вид? Вид замечательный просто. У вас такого нет? Конечно, нет. Самое лучшее, что может быть в городе, это остроконечность. Когда видишь много остроконечных торчащих шпилей, башенок, вот всего этого. У них здесь теперь самый большой экран в центре города. Какие можно тут делать презентации. Вот, там Это самый большой экран города? ну не ну в центре, вот рядом с Кремлем такой, прям можно там компьютер подключить, ноутбук, например, сделать презентацию. Что на самом деле было здесь в день открытия, там приезжали вот как раз вот из Нью-Йорка вот эти вот проектировщики главные, они показывали, как мы это все делали, как мы чего, тут прям была презентация. Ну вот со льдом они здорово придумали, мне кажется. Там сейчас идем. А вот под эту стеклянную кору. Ну, судя по большому количеству людей там, мы туда не идем. Там стоит какой-то грустный охранник один. Походу, как бы кора не работает. Есть где-то Есть табличка, вот. А ну вот. И вот охранник. Значит, приходите под кору. Проход временно ограничен, да. Слушай, Лёва, а что будет, если ты перешагнешь через эту ленточку? Не знаю, но мне появится несколько красных точек. Оп. Административный арест. Половина плиток не хватает. А там типа трава раньше росла, но ее все вытоптали. А тут да, тут специально. Такой дизайн. Вот здесь вот. Да. Раньше не было этих заборчиков. Что мне, знаешь, прикольно, что вот приходят архитекторы, и они проецируют это пространство, никогда даже не думая, что в какой-то момент проход может быть ограничен. То есть они не предусматривают, что там какая-то хрень будет, что он временно будет закрыт. Поэтому люди, которые его закрывают, они его закрывают таким абсолютно глупым и несуразным образом. Слушай, вот ты рассуждаешь как охранник, прям, который тоже говорит, вот архитекторы, они нам там ничего не... Вот они спроектировали, а нам тут Нет, работать. ну, а мы тут... Так он наоборот, он совершенно верно, он должен закрываться самым абсурдным способом, чтобы все понимали, что это совершенно абсурдно закрывать от людей какой-то проход, чтобы все видели, что это недоразумение. А если бы архитектор там предположил какие-нибудь красивые ворота или еще что-то, они были всегда закрыты. А так это недоразумение, Лёва. Вот, кстати, крыша вот этой вот оранжереи. А по ней можно ходить? Да. Нет. Ну, по ней ходили. Давай помашем людям. Они не увидят. Лёва. Зачем Я ты... чуть не сломал вам все зарядье. Осторожней. Зарядье хорошее. Без всякой иронии. Отличный парк. Мне нравится. Пойдем сходим в медиацентр, там еще всякие нетрешовые сувениры есть. Тут опасно. Так, и мы заходим в медиацентр. Я постараюсь опять не попасться на провокацию и не дать им себя обыскать. Ну, посмотрим, как это получится. Да, здесь прямо все, смотри, не пройдешь. Здесь совершенно невероятной красоты потолок в медиацентре в заряде, и Лёва сейчас им наслаждается. Он просто доставляет. Лена, смотри, какой потолок. Говорят, здесь лучший сувенирный магазин в Не, Москве. ну такие, тут они такие не московские, они тут российские в целом. Там, тут бренд там Мурманский, тут бренд I'm Siberian, там еще вот несколько таких. Хорошо. Что здесь продают? Тут продают модные носки. Это что, боярышник? Это сбитень. Разбавляешь, у меня дома есть такой. О, да, носочки там. Смотри, носки. Вот смотри, русский пряник. Вот смотри, видишь? Вот, смотри, какая-то. 23 февраля пряники. Да. Почему там гром? Что там? А, это погон, я думал, это погоны, гром. это полков. Лёва, тебе нравятся магнитики? Посмотри. 4 марки. К сожалению, моя религия запрещает мне покупать сувениры. Смотри, Лен. Ой, Байкал. Классные чехлы для телефона. Слушай, а вот, не, кстати, даже календарь мне нравится. Не, я сейчас что-нибудь куплю. Мне вот очень нравятся эти всякие штуки, которые они делают. Вот это вообще классные чехлы. Это мурманские.
В Мурманске? Да, это в Мурманске какие-то группа ребят сначала там в Мурманске продавала в такой кафешке, ну, такой Made in Mur. хипстерской. Я куплю себе чехол, чтобы мы поддерживаем мурманских ребят. А Лёва Жлобяра, вот он ходит, типа, у меня принципы, я не покупаю классных вещей себе. Ну что, я могу сказать, что это действительно лучший сувенирный магазин вообще в Москве, который я видел. Ну вот я говорю, я случайно его открыл, когда вот так просто зашел погреться сюда и думаю, зайду посмотрю, что в Заряде продают. Я, честно говоря, ожидал, что там будет такой трешечковые, ну, такие вещи, типа матрешек, а тут прям очень годно. Самое главное, что они очень явно набрали ребят из регионов, там, потому что я видел сувениры, которые я видел там только в Сибири где-то или и только в Мурманске, то есть там местные какие-то делают на вот местные, там, местные хипстерские магазинчики, а здесь они тоже продаются. Или в интернете только их можно купить. Вот, так что обязательно будьте в Заряде, зайдите в медиацентр. Тут какой-то роботизированный гардероб крутой, как в химчистках, где там нажимают на кнопочку и приезжает. Я что хочу сказать, Тоня, они пытались меня заставить купить тебе сувенир, но я не поддался. Лёва Жлобяра не купил. Мы сегодня были там на катке в парке Горького, на Даниловском рынке, везде ходили, там всякие там кофейни, туда-сюда. Вот сегодня гуляли по Зарядью, везде заходили. И никто нам не запретил снимать. Ни один охранник вообще не подошел и не сказал, что снимать нельзя. Еще несколько лет назад в Москве нам бы на каждом шагу приставали бы охранники, везде бы запрещали снимать, потому что была какая-то совершенно неоправданная паранойя. Сегодня мы везде ходим мимо охраны с камерой, и никто не говорит, что снимать нельзя. Ни на рынке, ни здесь в помещениях в Заряде. И это очень круто, потому что я рад, что этот маразм закончился. Потому что еще пару лет назад, Лева, мы к тебе ничего не смогли показать и не смогли бы записать влог. Ну, показать бы смогли. Да, но записать нет. Приехал гость американский, ходим, показываем, и никаких проблем. Посмотрите, какой красивый парк. А ты можешь по-английски сказать? Только можешь таким, не просто с таким американским акцентом? У меня русский акцент, когда я говорю по-английски. Ну, ты его, наверное, не услышишь, но он есть. Подожди, нет, а ты говоришь, у тебя реально русский акцент? Ну, не сильный. У меня скорее такой есть акцент, что меня спрашивают, а откуда ты вообще? Окей, хорошо. Ну, ладно, ты можешь свои впечатления о парке сказать по-английски? It's very well architected. It's very well laid out. They do clean the snow here, which is great. And I really like that the benches are part granite, or what is it? Concrete and part wood. That really does work well. Я не знаю, я не очень как бы могу распространяться на эту тему. Я не часто говорю о парках. Вот в чем дело. Вот. I do like that it's also on many levels. It's not just flat. There's a hill. You can climb stairs. There's amphitheaters. Levels. Да, да. Сейчас сюда, на лестницу. Пока ты трезвый, скажи, пожалуйста, твои впечатления о Москве, о зимней Москве. Ты не был 12 лет в зимней Москве. Я не был 12 лет в зимней Москве, и я не рассчитывал приехать в столь зимнюю Москву, если честно. Когда я брал билеты, я думал, ну там будет 0, -5. А сегодня, когда мы приземлились в Шереметьево, нам сказали, добро пожаловать в Москву, погода хорошая, температура -20, и у меня прямо сердце ёкнуло от ностальгии. Но тем не менее, я остаюсь с впечатлением, что самое лучшее в Москве – это люди. То есть Москва тебе не понравилась? Очень понравилось. Особенно люди? Нет, если бы я здесь был без тебя, мне бы понравилось гораздо меньше. Вот так. Да.